Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю незабываемо вкусный, очень нежный медовик без раскатки коржей. Готовится он предельно просто и быстро. Из самых доступных продуктов справится с его приготовлением даже человек, который вообще не умеет печь. Готовить будем по принципу молочной девочки. Для коржей нам понадобится 200 грамм меда. Мед лучше брать наиболее ароматный. 150 грамм сахара, щепотка соли и 1 чайная ложка без горки соды. Именно не разрыхлителя, а пищевой соды. И 120 грамм сливочного масла. Сейчас я иду на плиту и на умеренном огне в кастрюле с толстым дном я довожу всю эту смесь до полного растворения и до закипания. Когда эта масса полностью растворится, начнет уже проявлять первые признаки кипения, ее уже в таком состоянии, вот так, когда она хорошо запенится, можно в принципе снять с огня. И тогда цвет у медовика будет очень такой нейтральный. Но я проварю эту смесь еще на умеренном огне примерно около минуты, и спустя минуту я сниму ее с огня. И здесь цвет у медовика будет очень такой красивый, настоящий, как у такого классического медовика, с карамельным таким оттенком. Здесь 4 яйца среднего размера, весом примерно по 50 грамм без скорлупы каждое яйцо. Я перемешиваю и ввожу туда всю медовую смесь. Сразу же перемешиваю, яйца здесь не заварятся, все нормально будет. И сразу же размешиваю всю эту массу до однородности. Обязательно это нужно сразу сделать. В итоге масса, получившаяся, будет теплой, даже очень теплой. Это правильно, так должно быть. Просеиваю туда сейчас, внимание, от общего количества 350 грамм в начале 300 грамм муки. И буду смотреть на консистенцию теста. Мука у всех абсолютно разная. Поэтому возможно, что от вашего производителя муки понадобится меньше, чем 350 грамм. Поэтому вначале мы вводим 300 грамм муки, просеянной муки, перемешиваем до однородности и смотрим по консистенции теста. Вот такое тесто еще очень жидкое. И добавляю оставшиеся 50 грамм муки. Также просеиваю, перемешиваю. И теперь уже тесто именно той консистенции, которая мне и нужно. То есть оно должно быть таким подвижным очень, но не жидким, не литься. След должен сохраняться хотя бы пару первых секунд, когда тесто спадает с венчика. Вот таким тесто должно быть для этого торта. Вот посмотрите на эту консистенцию. Противень здесь у меня 42 на 32 сантиметра. Половину примерно теста я выливаю сейчас на противень. Разравниваю. Лучше здесь хорошо разровнять, чтобы торт в разрезе был ровным. И убираю сейчас выпекаться примерно на 10-12 минут. При 200 градусах Цельсия в режиме вверх-вниз без конвекции. Пока печется первый корж, наносим уже по этому же принципу и второй корж, разравниваем. Готовится все очень просто и очень быстро. Достали первый корж, он уже испекся, и сразу же выпекаем и второй корж. Сразу ничего здесь не нужно ждать. Пока корж еще горячий, обрезаем у него все стороны и будем их использовать для обсыпки торта. Коржи получаются необыкновенно вкусными. Их можно приготовить и кушать, в принципе, как просто отдельный десерт, как печенье. На скорую руку медовое такое. Разрезаю сейчас на 2 равных коржа. Оставляю их на бумаге для выпечки. И то же самое я сейчас проделываю и со вторым коржом. Корж прекрасно отстает от бумаги для выпечки. Я ничем ее не смазывала, как вы видите. Здесь достаточное количество сливочного масла, и поэтому прекрасно отстает он от пергамента.
второй корж испекся. Также еще в горячем виде я обрезаю у него все края, разрезаю на 2 равные части. И будет у меня тортик из 4 коржей. И плюс еще сверху будет посыпка. Пока у меня, в принципе, выпекался второй корж, можно уже было подготовить в это время крем. У кого поджимает время, кому очень быстро нужно. То есть все это можно сделать. Итак, вот такие 4 коржа получились. И обязательно оставляем обрезки. Они нам понадобятся. Здесь у меня 300 мл сливок для взбивания, 16 грамм ванильного сахара, 70 грамм сахарной пудры. Все это просто слегка перемешиваю, чтобы сахарная пудра разошлась в сливках. Также добавляю туда 16 грамм загустителя для сливок. Можно также загуститель для сметаны здесь добавлять. Просто крем будет тогда очень стабильным и в то же время пропитает коржи. Здесь, конечно, вместо сметанного крема можно использовать любые виды заварных кремов. Я вам ссылочки оставлю в описании к данному видео на те подробные видео с заварными кремами, которые превосходно подойдут также к этому тортику. Я добавляю туда 800 грамм охлажденной сметаны 30% жирности. Показываю специально, что добавляю я сразу из пачек, потому что сметана у меня жирная. Если у вас нет такой жирной сметаны, следует ее отвесить. В холодильнике существует масса видео, как отвешивается сметана. Посмотрите, пожалуйста, не поленитесь, кому это будет нужно, чтобы сметана была более устойчивой. Я же добавляю загуститель для сливок. Можно добавить загуститель для сметаны, и поэтому отвешивать тогда в этом случае ничего не придется. Делайте на ваше усмотрение, как вам будет удобнее. Все это сейчас я соединяю уже со сливками. Крем будет такой не совсем устойчивый. И добавляю туда хорошую такую ложку меда под конец. Все это перемешиваю и начинаю сборку торта. Крем не очень устойчивый, но для пропитки коржей он просто идеальный. Посмотрите, как превосходно коржи отстают от пергамента. Крем делим визуально примерно на 4 равные части и наносим их на коржи. Если вы захотите коржи приготовить заранее, их обязательно следует оставить на пергаменте, чтобы они у вас не прилипали, потому что коржи достаточно липкие, так как здесь муки практически в 2 раза меньше, чем в классическом медовике, но на вкус изумительно вкусный торт получается. Как хранить эти коржи? Накрыть их потом простеленной пекарской бумагой, накрыть их пищевой пленкой и убрать можно даже на пару суток в холодильник. С ними ничего не будет. Ну, конечно, самыми ароматными они будут именно в свежеприготовленном виде. Сейчас измельчаю все обрезки, которые у нас остались от коржей. Вы же можете это сделать в пакете. Все это на ваше усмотрение. Крошкой я посыпаю боковинный верх торта. Тортик готовится очень быстро. И он получается уже практически сразу пропитанным. Сейчас формой для пельменей я делаю вот такие импровизированные пчелиные соты. Рисунок такой. И уже, в принципе, тортик я отправляю в холодильник буквально на 1 час. Можно даже не отправлять его в холодильник. Он уже готов к употреблению. Но лучше, чтобы все-таки вкусы объединились в нем. Потому что коржи здесь очень нежные, мягкие. Очень быстро он будет пропитываться. Но я все же отправлю его в холодильник. Он прекрасно нарезается. Его видно на разрезе, какой он нежный и мягкий, этот тортик. Торт прекрасно надламывается вилкой. Коржи держат форму. Крем тоже благодаря загустителю здесь и жирной сметане тоже превосходно держит форму.
И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.